Всем здравствуйте! Хочу предложить сегодня вам связать вот такие пинетки. При желании эти пинетки можно украсить декором, и тогда пинеточки будут смотреться еще красивее. Кого заинтересовала эта модель пинеток, приступим к вязанию. Вязать пинетки буду я розовой пряжей, вот такого цвета, да? Значит, в 100 граммах 425 метров. Здесь рекомендуют использовать спицы 3,5. Это детский акрил стопроцентный. Я таки возьму спицы номер 3,5. Буду вязать я спицами носочными. При желании можно, конечно, взять спицы и на леске, но мне так будет удобней показывать вам последовательность вязания этими спицами. Вязание пинетки начинается с манжета. Для этого мы на спице набираем 15 петель любым способом, каким вам удобно. Набираем петли. Так, набрали 15 петель. Все петли вяжутся лицевыми. Снимаем кромочную. Далее вяжем лицевые петли. Провязали манжет. Обратите внимание, что хвостик от наборного ряда, когда мы первый ряд набирали петли, должен находиться с левой стороны, а нить от клубка находится с правой стороны, вот здесь. Значит, смотрите, здесь у нас 32 изнаночные дорожки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Если, конечно, я не ошибаюсь,
то получается 63 ряда у нас провязано. 64 ряд мы будем закрывать петли. Так, кромочную сняли, провязали лицевой и вот так перебросили. Сняли, перебросили. Провязали лицевой петелечку и перебросили. Можно провязывать 2 вместе. Вернули петлю на левую спицу. Вяжем 2 вместе лицевой. Можно так тоже. Но мне удобнее вязать так. Я так привыкла уже. И у меня быстрее получается так. Довязываем ряд. На спице у нас осталась 1 петля. Теперь по боковому ряду здесь нам надо поднять 31 петлю. Плюс 1 петля на спице, и всего у нас должно получиться 32 петли. Поднимать петли будем с кромочных. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Значит, вот с этой петелечки и мы начнем поднимать петли. Спицу подводим под 2 дужечки и вытягиваем петельку. И так продолжаем до конца ряда. Набираем петли. Набираем последние 2 петелечки, 31 и 32. Вот у нас на спице 32 петли. Повернув вязание, мы продолжаем вязать лицевые петли. Да, кромочную. Вот если мы вязали манжет, кромочные петли мы делали косичкой. А здесь будем вязать, чтобы получались такими узелками. Тогда при сшивании у нас получится более мягкий шов, незаметный. Поворачиваем вязание. И также вяжем лицевыми петлями. До конца ряда вяжем. С изнаночной стороны у нас получилась вот такая косичка. Смотрите, мы провязали ту часть пинеточки, которая будет на щиколотке, да, ребенка. Значит, здесь у нас 4 изнаночные дорожки. 1, 2, 3, 4. Теперь нам надо будет разделить вязание на 3 части. Значит, мы провяжем
11 петель. И центральная часть 10 петель у нас будет. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Оставляем на спице. Средняя часть 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И здесь у нас должно остаться тоже 11 петель. Так, 4, 6, 8, 10, 11. Значит, работать сейчас мы будем и с средней частью. Это у нас будет мысочек пинетки. Вот манжет. Вот эта часть, что мы провязали до щиколотки. И теперь мы будем вязать мысок пинетки. Значит, что хочу сказать. Среднюю часть, кромочные петли, нам надо также провязывать косичкой, чтобы они были у нас. Так, вяжем. Мысочек также вяжем платочной вязкой. Тут лицевые петли все. Да, немножечко. Сейчас мы немножко провяжем, и дальше уже будет более удобно вязать. Кромочную снимаем. Дальше лицевые 8 петель. Кромочная. Кромочную снимаем. Лицевые. Значит, для мысочка нам надо провязать 10 изнаночных дорожек. Здесь 4 у нас для щиколотки. 1, 2, 3, 4. Можно повесить маркер. Чтобы не запутаться. И вот от этого маркера нам для мысочка надо провязать, чтобы было 10 изнаночных дорожек. Провязали мысочек. У нас здесь 10 изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас мы с вами провяжем еще один ряд лицевых петель. Так. Для чего мы это сделали? Чтобы нам перейти к этой части мысочка пинеточки и набрать здесь петли. Вот с этой косички. Здесь нам надо набрать 10 лицевых петель. Набираем по боковому краю мысочка петелечки. Но захватывать мы будем не за 2 протяжечки, не по 2 протяжки, да, а за 1. Вот так.
И провязываем, вытягиваем петельку. Со следующей и так из этой цепочки мы поднимаем 10 петель. Продолжаем поднимать петельки. Смотрите, я подняла 9 петель, поднимаю 10-ю, петель. А затем я провяжу еще одну петелечку вот здесь. Для чего я это сделала? Чтобы в этом месте не было дырочки. И продолжаем дальше вязать. С левой спицы петелечки. Здесь у нас было 11 петель. Вот так у нас получилось. Значит, по косичке мы набрали 10 петель, затем набрали одну дополнительную петелечки из протяжки, 11 петля. На спице здесь на левой у нас было 11 петель, мы их провязали. И всего у нас получается здесь 22 петли. Разворачиваем вязание. Теперь мы здесь будем кромочные провязывать узелками. Вяжем лицевые петли. 22 петли у нас здесь. Вяжем 10 петель, те, что у нас были для мысочка пинетки. На этом участке вязания нам надо поднять петли. Значит, поднимать петли мы будем вводить спицу за заднюю стеночку петли. И поднимаем петелечку за заднюю стеночку и поднимаем петельку. И так мы здесь поднимаем 10 петель. Так, считаем. 2, 4, 6, 8, 10. 10 петелек подняли. Теперь, чтобы не образовалась здесь у нас дырочка, провяжем еще дополнительную петлю. Вот так. И далее продолжаем вязать 11 петель с левой спицы. Вот что у нас получается. С этой стороны у нас 22 петли. И здесь с боковой части тоже 22. На мысочке 10 петелек. В этом месте можно, конечно, перейти на спицы с леской, кому удобней. Ну,
Ну, я останусь на этих, буду 4 спицами вязать. Значит, мы подошли к вывязыванию бортика пинетки. Для бортика пинетки мы провяжем, чтобы изнаночных дорожек было 5 штучек. Кромочный край здесь мы так и будем провязывать узелками такими. Все петли вяжем лицевыми. Продолжаем вязание. Встретимся с вами, когда будет провязано 5 изнаночных дорожек. Значит, я провязала, у меня здесь 4 изнаночные дорожки. Еще надо мне провязать 1 ряд. Я провяжу его на камеру. Спицы стучат на стол. Довязываю последние петелечки в ряду. Одна, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных дорожек. Можно посчитать вот на этом участке. Для щиколотки мы вязали 4 изнаночные дорожки. И здесь 5. Значит, всего 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Все, мы связали бортик пинеточки, да? Теперь нам надо перейти к вывязыванию подошвы. Те, кто перешел на вязание спицами с леской, вам надо будет отсчитать 22 петли, повесить маркер, отсчитать 10 петель, повесить маркер. Или же можно обойтись и без маркера. Просто по ходу вязания считать петли. Здесь вам надо отсчитать 22 петли. Провязали 22 петли. Теперь вяжем 10 петель. Значит, провязали 9 петель. Это у нас уже будет подошва пинетки. 10-я петля и первая петля на боковой части спицы, их надо провязать вместе. Я буду провязывать изнаночной петлей.
Повернули вязание. Первую петелечку снимаем, не провязывая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 петля мы снимали ее, не провязывая. 10 петлю и первую также на боковой спице петельку надо провязать вместе. Здесь я буду их провязывать лицевой петлей. Значит, эту оставила я не провязанная. Провязываю лицевой и перебрасываю. Повернули вязание. Снимаем, не провязывая. Лишние спицы убрали, осталось 2 спицы. Здесь уже видно, до какого места нам надо вязать, чтобы убавлять петли. 1 петля осталась. И 1 с боковой провязываем вместе. Повернули вязание. Снимаем петелечку, не провязывая. Далее вяжем петли подошвы и провязываем 2 вместе лицевой. Можно провязать вот таким способом, сразу 2 вместе. Сняли. Осталась 1 петля. Провязываем 2 вместе изнаночной. Повернули вязание. Сняли, не провязывая. Здесь у нас лицевые петли идут. У нас, в принципе, вся пинетка вяжется лицевыми петлями. Вяжем 2 вместе лицевой. И так мы будем продолжать вязать до тех пор, пока у нас на боковых спицах, на боковых частях не останется 5 петелек. Вот когда у нас останется так 5 петелечек с одной и со второй стороны, мы с вами встретимся. А сейчас продолжайте вязать подошву пинетки. Мы провязали подошву пинетки, и у нас осталось справа и слева на спице по 5 петель. Теперь мы будем закрывать вот таким способом. Провязываем подошву пинетки, но при этом 2 петли до конца не довязываем. Вот, осталось у нас 2 петли. Теперь нам надо провязать эти 2 петли и 1 петля из боковой части. Получается 3 петли вместе изнаночной петлей. Провязали. Поворачиваем вязание. Снимаем петелечку. Вяжем петли подошвы и также не довязываем 2 петли. И 1 берем петлю из боковой части. Получается 3 петли, но вяжем их лицевой петлей. Провязали. Повернули вязание.
сняли, снова вяжем петли подошвы и не довязываем также 2 петли, провязываем изнаночной петлей. Снимаем петелечку, вяжем петли подошвы, 2 петли остаются недовязанные и одна из боковой части провязываем лицевой петлей. Повернули вязание, снимаем, петли подошвы провязываем, 3 петли вместе, повернули, снимаем петлю, 2 петли, 2 не довязали и одна из боковой части, 3 петли провязываем лицевой. Повернули вязание, сняли первую петелечку, провязали, 1 петля уже у нас остается. Здесь на спице 2 не довязали и 1 петлю берем из боковой части и вяжем 3 вместе. Поворачиваем вязание. Сняли петелечку. И здесь у нас уже осталось 2 петли. Берем 1 петелечку боковой части и вяжем 3 вместе лицевой. Повернули вязание. И здесь у нас уже остается 3 петли. Провязать нам надо их изнаночной петлей. Провязываем изнаночной петлей. Теперь у нас осталось на спице всего 2 петельки. Провязываем их лицевой петлей. Все. Подошву мы закончили вязать. Теперь сейчас оставим ниточку для сшивания подошвы. Вот так достаточно будет. Закрываем петелечку нашу. И вот нам осталось сшить пинетку. И сшивать мы будем вот так ее. Там, где мы делали кромочные узелки, вот этот узелочек мы будем вводить туда иголочку. Подтягиваем петелечку. С противоположной стороны находим узелочек и подтягиваем петелечку. И так мы будем соединять вот эти узелочки. Кромочные наши. Вот, находим узелок, вводим туда иголочку, подтягиваем ниточку. С противоположной стороны находим узелок в кромочной и подтягиваем. Так мы будем соединять вот до этого места.
Давайте, я думаю, вы справитесь, а затем продолжим. Смотрите, закончили мы сшивать пинеточку, тут участок, где у нас кромочные были узелки. Вот как получилось с лицевой стороны, совершенно не видно шва. Вот как с изнаночной стороны. Так, теперь вот такой момент здесь есть. Изнутри у нас идет цепочка. Смотрите, мы подхватим вот эту дужку, петелечку. Так. И с противоположной стороны вот эту. И так их подтянем. Вот так они соединились. А дальше будем сшивать цепочки боковых частей пинеточки, задней части пинеточки. Значит, здесь мы будем на этой стороне пинетки иголку вводить в заднюю часть дуги петли, да? Вот и две. Вот первая, что ближе к нам, а вот задняя часть. Вот мы будем подхватывать за нее. Вот так. Есть. Этот хвостик мы оставим пока, а потом выведем на изнаночную сторону. А к той части, что ближе к нам, мы будем брать за дужку. Вот петелечка маленькая такая у нас здесь. Вот две дуги петли, видите, да? И будем брать, что ближе к нам. Вот так будем сшивать. С этой стороны, что дальше. Вот так. А здесь вот так. Посмотрите еще раз. Так. И вот так. Вот. Вот так. И так продолжаем сшивать до конца ряда. Смотрите, в конце ряда у меня осталось здесь уже, с этой стороны и с этой стороны по одной петле. Я их буду сшивать за две дужки. За обе. С одной стороны, вот смотрите, две дуги взяла, петелечки. И с противоположной стороны тоже две дуги петельки. Видите, да? И еще раз пройдем. Закрепим. Все, теперь остается нам спрятать хвостики в шов пинеточки. И хвостик от наборного ряда тоже вывести на изнаночную сторону и также спрятать в шве пинетки. Вот такой шов получился у нас. Пинеточки наши готовы. Спасибо за просмотр.